Это 3 мальчика. Так? Ты хочешь с ними познакомиться? Познакомься с ними. Скажи им привет. Ну что у тебя такое сегодня настроение, а? Пойдем. Ты хочешь быть 4-м? Нет. Нет? Смотри, девочка, под зонтиком дождик идет, да? Дождик капает? Капает дождик? Это такой фонтанчик. Скульптура фонтан. Ну не надо, не надо, ты сейчас будешь мокрый. Нет, я не помню такого фонтана. А ты помнишь? Нет, тоже нет. Когда вот мы всегда раньше гуляли, этой фигуры не было с фонтанчиком. Может быть, она просто раньше не включена была? Не знаю. Смотрите, а что это такое? Нет. Это что вообще? Дяди нету. Дяди нету, Амиран? Да, все уед. Все Это мы сейчас Ну, пришли. это игрушечная, Я да? не знаю. Ну, явно, да. 100% настоящая, Нора. Беги. Ну это вообще, Идём. что это? Мы такие идем, а тут в кустах такой пистолет. Интернет раздание надо это скинуть срочно. все дядю ед. Сиреноголовый съел дядю? Да, Дядю полицейского? да, И один пистолет остался. да, один. Не вздумай это брать. Нельзя Да это посадят. брать. Да при чем здесь? Просто мы не берем неизвестные предметы на улице. Никогда. Договорились? Что бы то ни было, ни игрушки, ни игрушки, незнакомые предметы на улице мы не берем. Все, пошли уже. Что только это было, я не знаю. Да, ну игрушечная явно. Зачем? А ты знаешь, что в игрушки взрывчатку вставляют? Давай проверим. Нет, спасибо. Пошли. Не надо об этом говорить. Мы пришли на Амирана любимую горку. Сейчас дождемся, когда он спустится. Вон он наш малыш. Видите? Вон. В шортиках. Поднимается, поднимается. Амиран, что ты делаешь? А? Что ты делаешь? Бриз? Бриз, мама. Ребенок занят делом. Здесь такая интересная, не буду ему мешать, очень интересная конструкция, как можно в одно место засыпать песок, в другое высыпать, перевозить. Уже 9 вечера, а мы гуляем. Такая вот у нас сегодня, кстати, комендантский час у нас с 11 вечера.
А мы приехали на занятие. Как всегда, мы стараемся не пропускать занятия, хотя сейчас и сложно финансово это оплачивать, но зато я вижу результат. Да? Доброго всем дня! Сегодня у нас 15 августа 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Мы с Амираном приехали, как вы видели, на занятия. Пока он сейчас занимается с логопедом, у меня есть немного времени с вами поговорить. Погода у нас сегодня жаркая. С самого утра жарит солнце. Я думаю, сегодня будет так же, как и вчера. Опять к нам вернулась жара. У нас было несколько дней похолодания, но сейчас опять жарко. Хотя уже август месяц. До конца лета осталось всего лишь 2 недели. Грустно осознавать это. Лето пролетело, мне кажется, это самое быстрое лето за всю мою жизнь. В прошлом году и в этом. В этом году оно еще быстрее пролетело. Даже Нора вчера говорит: мам, мы идем, а с некоторых деревьев начали листья опадать. Там с каштанов уже такие лежат засохшие. Она говорит: уже листья опадают. Вы видели первые кадры из парка, и вот уже опадают листья. Да, опадают. 2 недели и уже осень. Вот как-то так. У кого еще быстро пролетело лето в этом году, напишите в комментариях. Я думаю, я не одна такая. Что у нас касаемо обстановки? Ночь прошла спокойно, воздушные тревоги были, но было, слава богу, тихо. Вчера написал мне человек, мой зритель из Чехии, то, что по данным соцопроса чешского какого-то 52% украинцев, которые сейчас уехали беженцами в Чехию, не собираются возвращаться обратно в Украину. Я так понимаю, даже когда закончится война, они приняли решение, но это со слов вот человека, который пишет из Чехии, что они приняли решение остаться в Чехии. Они там уже нашли себе жилье, нашли себе работу и строят себе прекрасное будущее. Я вот только, честно говоря, не совсем поняла, мой зритель, комментатор этому рад или наоборот огорчен. Я не буду в своих видео кого-то осуждать или к чему-то призывать, возвращаться. Каждый сделал свой выбор. Я считаю, что те, кто уехал осознанно, и те, кто действительно решили остаться, их не нужно обратно возвращать. Ни в коем случае. Потому что, как бы это так помягче сказать, да? Когда-то мне написал человек, что все, кто уехал и не хотят возвращаться, их надо лишить гражданства. Но я не считаю, что это правильно. Это какие-то такие кардинальные меры. Но, тем не менее, я видела очень много уже соцопросов в Харькове. Людей, которые сюда вернулись, абсолютно разного возраста. Молодых, среднего возраста и пожилых, которые, побыв где-то далеко, побыв где-то в других странах, либо в других городах Украины, при соцопросе у них спрашивали: если будет обострение ситуации, собираетесь ли вы эвакуироваться из Харькова? И вот они сказали: нет, что бы ни случилось, мы эвакуироваться больше не будем. Побыв на чужбине, побыв, увидев все своими глазами, все прелести, скажем так, в кавычках, люди ни в коем случае не собираются больше никуда уезжать. Это вот часть людей решила так, часть людей решила остаться в других странах на ПМЖ. Я понимаю, что есть еще такой процент, которые потеряли свое жилье, и им просто некуда возвращаться, но это
совершенно другая история. Это действительно люди, которые по праву беженцы, и это ужасно. То, что случилось с ними, то, что когда действительно разрушен дом и некуда возвращаться. Но вот я знаю яркие примеры из жизни, когда люди продали свои квартиры, ничего у них не уничтожено, у них абсолютно целое было жилье, целые окна, они продали свои квартиры и выехали в другие страны навсегда. И когда я спрашивала, вот, мне просто было интересно для себя, почему принято такое решение, они сказали, что давным-давно хотели уехать из этой страны, но тут подвернулся случай, почему бы им не воспользоваться. Еще раз говорю, я никого не собираюсь осуждать, я просто говорю, если уже затронута такая тема, вот зритель, я не думаю, честно говоря, что он мой подписчик, зритель затронул эту тему, ну и вот я высказала так, как это на самом деле происходит. Можно много привести подобных историй на эту тему. Вот так вот обстоят дела. Я считаю, что все те, кто остался, все те, кто ни в коем случае не собираются уезжать, всем сердцем любят свой родной город, свой родной край, свою родину. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. Помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забывайте поставить под видео лайк и подписаться на канал, кто еще не подписался.